Всем привет, это канал «Не местные». А вы знаете, что в Таиланде есть термальные источники? Вот мы недавно только об этом узнали и сегодня решили съездить туда и посмотреть, такие ли они, как там, где мы были уже раньше. Это в России, в Ставропольском крае. Вот такие классные источники. Нам понравилось. Как думаешь? Да, и мы, как ценители источников, решили немедленно, как только узнали о их наличии здесь, отправиться туда и самим проверить, хороши ли они. Выпуск будет интересный. Поехали. Hello. Савадика. We booking. Right. Okay, thank you very much. Такунда. Ну а мы уже покинули остров и сейчас оказались на материке. Мы ехали примерно час 15, находится в 70 километров от нашего места, ну, от центральной части острова Пхукет. И дорога хорошая, классная, быстро долетели, супер. Сейчас посмотрим, что внутри. Мы подъехали к 2 часам, здесь 2 часа заселения, но там пока еще не до конца убрались. Вот ждем, сказали минут 5-10. Ну, тут очень красиво, очень живописно, смотрите. Все в таком стиле, каком-то деревянном, коричневом, приятные цвета. А вот здесь природа, пальмы, там куча цветов на территории. Мы еще покажу вам, что там есть. Супер, в общем, очень много всего. Все удобно, хорошо, красиво, на свежем воздухе. Тут абсолютно не жарко. Работают то ли кондиционеры, то ли вентиляторы. В общем, классно. Поднимаемся уже. Мы домик искали минут 15. Очень большая территория здесь, этого отеля. И вот сейчас еле-еле нашли наш домик, где мы будем жить. У нас должна быть очень необычная комната. Сейчас мы вам покажем. А вот здесь красивый видок. Так, а здесь еще, наверное, уборка. Hello. Никого нет. Давайте посмотрим, что нас здесь ждет. Мы здесь тоже впервые. О, загорелся свет. О, как классно. Напоминает бабушкину избу, да? Все в дереве. Ну, это очень необычно. Окна. В пол. Окна. Потолок просто сколько метров? И в потолок. Сам это прикол, смотрите, сколько. Здесь еще второй этаж есть. Это, короче, двухуровневая квартира. Ой, не квартира, а номер. О, здесь вторая кровать. Я сплю сегодня на верхней. Так, здесь. О, О, ванна! Ха-ха, я так по ней скучала, вы не представляете. покажите вот так вот, кто скучает по ванне. Да блин, все, вот кто любит в ванной лежать, с солью, с маслами. Красивый умывальник, зеркало. Ну, в общем, супер. Мы всего на одни сутки здесь купаемся в термальных источниках, поедем, а может еще останемся, посмотрим. В общем. Мне кажется, такая заполненность, что одни уезжают, тут другие заселяют, мне кажется, уже. Да, здесь очень много. А смотрите, как, блин, такой балкон. Это как своя вилла, какой-то дом свой. Окошки. Ну, в общем, мне нравится, это очень необычно. Впервые мы такие сняли, они стоимость $92 в сутки. Стоимость такого номера. Это еще со скидкой, у меня есть в букинге скидка. Ну, небольшая скидка, на самом деле, там $5 может быть. Но прям круто. А здесь балкон должен быть, да? Балкончик есть? А, это просто окна? А вот балкон, да. Ну-ка, давай посмотрим, что на балконе. 5. 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 5
О, ну красиво, красиво. Сколько зелени. Камера это, ну, попытаемся передать камерой. Вон там кокосы. Захочешь пить, вон кокос. Находишь мартышку, она тебе сорвет кокос и выпиваешь. В общем, нам нравится. Но самое это главное не это, а термальные источники. Наконец, все, бежим быстрее. Термальные источники. Мы вышли из номера, идем по территории отеля. Огромная территория. Здесь, я не знаю, минут, наверное, 40 можно ходить, не переходить. 4-звездочный отель. Такой достойный. Есть и бассейны здесь на территории. Ну, самое главное, это как раз и есть бассейны, термальные источники. Тут и какая-то речка. Зачем-то нужна здесь речка. И пальмы. Ну, красивая территория. Вот. Много, кстати, зданий еще недостроенных, где ведется ремонт. Скорее всего, здесь будут улучшать их. Много автобусов. Скорее всего, приехали туристы. Сюда можно приехать просто разово, на один раз. Стоит это 500 бат на человека. И вас привозят автобусом группу людей. Вы здесь купаетесь в источниках и уезжаете обратно. Да, самое это источники, самое здесь ценное. Ну, кто это ценит? Те, кто не понимают источники, но мы лично рекомендуем прям прочувствовать и сначала холодное окунуться, потом горячее или наоборот. Ну, в общем, сейчас сами увидите, как все происходит. Вот нас это зацепило и нам понравилось. Вот на таких автобусах привозят прям группами туристов, которые хотят покупаться в этих источниках. Ну, не знаю, это для нас это большой минус, потому что мы видели что-то какие-то большие очереди на вход в эти ванны. Не знаю, посмотрим сейчас. Надеюсь, получится пройти через ресепшн без очереди как-нибудь. Мы все-таки здесь живем ведь. Да, мы прошли без очереди, вот через ресепшн. И теперь самая главная интрига. Термальные источники имеют свой состав воды. Бывают щелочные, бывают какие-то серные ванны. Факт в том, что вот люди купаются. В них нельзя находиться больше 10 минут подряд, потому что очень воздействие оказывает сильное на организм. И может быть тяжело. И есть, кстати, противопоказания для сердечников и у кого есть там какие-то еще хронические заболевания, поэтому осторожнее. У нас таких заболеваний вроде бы нет, поэтому идем смотреть, что где, как. Но прежде чем войти в бассейн, обязательно нужно принять душ. Да, чтобы смыть с себя грязь всю. Ну, в общем, надо делать, потому что вот души. Мне кажется, это отсылки к племени майя. Душ, из которого льется, хотя... Нет, это духи Это тайские. дракон, да, дракон, скорее всего. Ну что, давайте посмотрим первый бассейн наш. На территории всего 4 бассейна. 2 из них температуры 40 градусов, Да. остальные... Ну, 41 градус, 40-41. Остальные, первый, значит, бассейн, вот самый большой, в котором мы сейчас нырнем, окунемся, это 33-35 градусов. И самый холодный, почти ледяная вода, там от 15 до 17 градусов. Так что вот первый бассейн, давайте посмотрим. Это Начнем мы с лайта. Да, они все уже в такой состав воды у них термальных источников. Тут нет какой-то сильного перекоса, там в щелочь или в серу. Тут просто такой стандартный набор. Начинаем мы с самого лайтового, тот, который не превышает 35 градусов. Ой, очень приятная вода. Даже прохладная, я бы сказал. О, ну это просто такая, как в море, потеплее. И он, кстати, самый длинный. Кажется, что он только здесь. На самом деле он уходит туда и туда. Сейчас мы вам покажем. Очень красивый вид.
Такая красивая статуэтка крокодила здесь. Да, крокодил. Крокодил Гена. А если вы не видели еще наш выпуск с животными Таиланда, с крокодилами, слонами, обезьянами, тиграми, вот здесь будет ссылка. Смотрите, очень классно, интересно. Вот такой выпуск. Смотрите этот выпуск до конца, и мы вам расскажем, как получать максимальное удовольствие от термальных источников. Есть один секрет. Мы выходим из первых бассейнов с такой средней водой. Ну, какого-то эффекта нет, просто поплавали, прикольно, красиво. Супер. Идем на следующий. Какие, Аделина, у нас следующие будут бассейны? Следующий бассейн. Следующий бассейн у нас будет температура плюс 40 градусов. Как мы туда войдем, мы сейчас вам покажем. На самом деле это кажется, что ну, плюс-минус, да, 35 мы плавали спокойно, 40 тоже можно зайти спокойно. На самом деле нет. Пойдемте посмотрим. Аделина заходит первая. Этот кипяток. О, да. Я по щиколотку зашел, а уже почти весь сварился. Я ощущаю какую-то кармическую связь. По гороскопу я рак, чтобы вы понимали. Вот, вот. Я очень не хочу быть сваренной. Мама, нет. Уф, да, На да, самом да. деле нормально, это мы... Всё. Нет, а я вот чувствую, что у меня уже Да не хочется нет, дальше нормально. ходить. Здесь 40 градусов. Ну да, тепло, хорошо. Но на самом деле, когда мы вам раскроем секрет, как лучше делать, как делать так, чтобы был максимально эффективный, вот там прям чувствуется на все 100 перемены температуры. Я взялась и раскрыла. Очень горячо. Нет, нормально. Нет, горячо. Очень горячо. Там такая статуя, смотрите. Я тоже так могу. Здесь мы посидим минут 8, уже нормально, мы привыкаем к воде. Но максимум можно находиться в воде вот этой 40-градусной максимум 10 минут. 10 минут, да. А потом пойдем дальше. Я вот заметил, если в горячих источниках в такой воде сидеть и не двигаться, вот просто спокойно, то жар уже не ощущается так сильно. Но стоит только начать ходить, сразу же вот эти вот потоки воды прям обжигают тело. Сейчас попробую нырнуть. Смертельный номер. Блин. О! Теперь я точно ошпарюсь. Нет, лучше не ходить, я встану лучше. Аделина вообще плавает вон. Я люблю жару. Я люблю горячую воду. Тебя не обжигает, что ли? Нет, абсолютно. Странно. Вообще здесь очень горячо. Это моя температура. Можно море, пожалуйста, 40 градусов? Прошло минут 6-8, и мы идем в холодную, в ледяную практически воду, в ледяную. Есть ощущение такое чуть-чуть головокружение. Это игра сосудов. Уже? Ну, я думаю, что да. А у меня обычно головокружение, когда несколько раз туда-сюда сходишь. Холодные источники находятся совсем рядом. Прям вот раз, пару шагов и уже здесь. Супер. Так, Аделина первая ходит. Холодно? Да ладно. Прям совсем холодно? Моя вода плюс 40, плюс 15. И здесь мы не просто окунаемся и выходим. Здесь мы сидим также минут 5-7. Что-то я передумал в холодную воду лезть, я вот здесь посижу. Все-таки надо зайти в эту воду, потому что я помню, как это классно, когда погружаешься в воду, и дальше один секретик есть, сейчас я вам расскажем. Она реально очень холодная.
Ну, я знаю, надо прям окунуться, смотрите. Да. А там уже туристы стоят и ждут, как Серьезно? коршуны. Блин, ну не. Первый надо автобус. насладиться. С головой. Не, такого нет. Безрассудно я одна. Ну что, жестко почему-то. Не, да явно холоднее, чем Да. 15, наверное, 10. Надо подышаться. Да, Вот. сложнее дышать. Секрет в том, что если не окунуться, как многие делают, окунуться обратно, а вот именно посидеть минуту-две, не двигаясь, то у вас образуется такой ореол теплый Вакуум. вокруг вашего тела, да, и вы уже не чувствуете холода. Вот сейчас у меня начинает приход такой приходить, то что я все, у меня уже тело как будто своя Если не температура. двигаться. Если не двигаться, да. Убежала еще быстрее. Сейчас мы покажем, каково после сидения в такой воде выходить в горячую. Покажем сейчас. Все сводит, но это... Я постарел лет на 5. Хотя должен был помолодеть, да. Сидим, нет. сидим. Заметил, что здесь по низу идут потоки холодной воды. Вот сверху вроде уже ничего, а снизу прям ноги, они у меня ледяные. Поэтому как-то вот так вот надо. Нет, все равно холодно. Ну, посидим еще минут 5, посидим. Ну что, прошло минут 6 примерно. Мы решили пойти еще раз. Так вот, в чем секретик-то? Чередовать. Посидеть в холодной, вот именно такой ледяной воде минут 5, 6, 8. Потом идти в горячую воду. Ай. Ноги сейчас как будто бы даже чувствительность немного потеряли. Вот если их трогать, А я вообще иду и чуть-чуть так пошатывает, чуть-чуть. А где мои эти шлепки? Ну ладно. Ну как, кипяток? Горячо? Кстати, заметил, что вот сейчас, когда после холодного в горячее окунаешься, вообще не горячо, абсолютно. Я весь но обжиг. знаете что? Давай. Самый кайф после холодного горячего и такой эффект покалывания по всему телу. Ну это понимаете, да, это игра сосудов. Они расширяются, они сужаются от температур. И сейчас все конечности просто так сильно покалывают. Я надеюсь, это не инсульт. Да, начинается с лодыжек, с ног. И вот сейчас идет сюда, сюда. Всё, да. Да, и такие иголочки, маленькие иголочки. Вот такое же абсолютно было, когда мы раньше в термальных источниках в Ставропольском крае сидели. Вот такой же эффект. Да. Значит, здесь ванны тоже прям хороши. Будет эффект еще дальше, будет классное расслабление. Но здесь, конечно же, состав меньше гораздо минералов, чем было в Ставропольском крае. Почему мы сделали такой вывод? Потому что даже на первый взгляд, да, не читается составы, вода менее маслянистая, там была прям масляная Да, максимально. вот прям вот когда трешь, Да. эти пальцы уже становятся морщинистыми. Буквально здесь минут 20, а уже вот Вот, и вода, нет какого-то запаха, кроме хлорки. Все-таки да, хлорка есть. вода хлорирована, и ты понимаешь, что вот это вот добавки. Нет какой-то маслянистости воды, и нет ощущения того, что ты очень сильно потеешь. Когда мы были в других источниках, прям там максимально вытягивает влагу. Константин похудел за один поход на 3 килограмма. Да, за 40 минут нахождения в этих ваннах, ну, в совокупности, на 3 килограмма. Я взвесился. Почему? Я взвесился до, там весы стояли. Столько-то весил. Потом после этих ванн 3 килограмма, я сам не поверил, одни и те же весы. Как так? А потом мы прочли, что, оказывается, этот состав воды, именно они очень сильно вытягивают влагу из организма. А потом я выпил 4 кружки травяного чая. Это вообще кайф. Вот здесь, Это кстати, надо им вообще подкинуть идею. Травяной чай, как в исполнении А может тут есть? воды. Может быть. Мы сейчас пройдемся по территории, покажем, что здесь есть. Я видел смузи, а может быть здесь какой-то чай есть. Ну, чай вообще в Таиланде не очень-то в почете, ну, не популярный вид напитка. Но, может быть, и есть. Здесь он не нужен, здесь и смузи. Вот сейчас мы сейчас сидим, как будто в первом бассейне. Вода Да. тепленькая, не горячая абсолютно. То есть эффект после холодных ванн горячий. То есть не бойтесь, вам главное нужно в холодных заставить себя
не только окунуться, а посидеть, чтобы привыкнуть к этой холодной температуре, ваши сосуды Но сужаются. окунуться обязательно, не бойтесь. Окунуться, да, и остаться в этой воде, хотя бы на минут на 5. Потом у вас будет вот кайф захождения в горячую воду. Сосуды здесь расширяются, то есть сужаются, расширяются. Это очень полезно, это улучшает эластичность сосудов, вообще полезно для сердца. Если у вас нет каких-то серьезных заболеваний, то рекомендую. Как будто я похудел уже 120 минут. Смотрите, что учудила Аделина. Она будет до мутного здесь находиться. Да, она же всегда, она не может остановиться. Я Она никогда не стояла до в упора. планке бесплатно. То есть идеальная планка. Ну, давай, минут 10 постоишь. Вообще легко. Зрители будут свидетелями. Ну что, раз, два, три, начали. Да как иначе? Ну хорошо, хорошо, хорошо стоит. Видите, прямая линия, вот как правильно делать планку. Мы часто ее практикуем. Должна быть прямая линия. Это сейчас в этом выпуске у нас. Нет, прямая линия между этим затылком, плечами, ну вот задней частью, потом на ягодицы. Так подкручиваем внутрь. Таз немножко подкручиваем, чтобы вот, покажи, как неправильно. Вот так вот, еще выше. Вот так вот неправильно, потому что у вас загружается спина. А если прямая линия, то есть таз подкручен, да, то работают все мышцы здесь равномерно. Что, уже все, что ли, уже? Мне кажется, еще минуты 2 посидим и пойдем в холодный. Ну, прошло минут 8. Да. И знаете, такое вот ощущение, что дыхание становится тяжелее. Прям и как будто кровь приливает к голове. Ну, скорее всего, давление. Сейчас я выйду, будет такой холодный. Давление немножко повышается. И прям так жарко-жарко становится, да. Телу не жарко, а вот в целом жарковато. Ну, пойдемте в холодное, я думаю, сейчас будет кайф. В территории есть такие мини-бары, где можно приобрести, например, сок свежий, кокос, джус, ну, в общем, да, 120 бат стоит такой вот стаканчик. Нарезанные фрукты можно взять, кстати, очень классно, наверное, арбуз здесь поесть. 80 бат стоит. Что еще здесь есть? Ну вот, цены, можете посмотреть, всякие напитки. Вот они все, коктейли, да, алкогольные в том числе. Ну, я не понимаю, зачем алкогольное здесь нужно, потому что здесь же вы тренируете сосуды, и тут еще алкоголь, но это, мне кажется, совсем перебор будет. А еще можно массаж. Вот массаж, это будет очень классно, в кайф. 15 минут 200 бат. Да, дороже, конечно, чем где-либо, но здесь такое место, что вот здесь в тему будет массаж, в тему. И скажу, что это ни в коем случае никакая не реклама. Мы просто сами увидели, узнали об этом месте, заехали, решили посмотреть, что здесь такое. Нам понравилось. Класс. Признак того, что работает бассейн, вот этот контрастный, вот этот, не зря же говорят, что контрастный душ полезен. Так вот, это контрастные ванны. Так. Сейчас ты легко, мне кажется, войдешь, да? Ну как? Кайф? Холодно? Не должно быть холодно. Опять холодно. Нет, такого не должно же быть. Подождите, после холодного горячие были не такие горячие? Нет, так не работает. Работает по правилам. Ну, кошмар какой-то, очень неприятно. Нормально, нормально. Нормально. Посмотрите, как люди купаются. И раз. Сейчас сразу выйдут. Правильно. Сидеть правильно. Нормально же. Не-не-не, мне вот холодно сейчас. Вот сейчас я сижу спокойно. Все равно холодно. Вот сейчас Нормально. немножечко, да. Если не двигаться, прям такие резкие движения делать, то все хорошо. Да, и главное вот просто сидеть на месте и сидеть по горлышко. Вон люди уже вышли, они неправильно делают. Они окунулись. Нет, может быть, есть какой-то вы там. Но самый эффект наступает же спустя какое-то Да. время. Тут никакого покалывания, кстати, нет. Тут просто ты сидишь и вот Именно почувствовать орел вот этот вот вокруг себя. как будто Вау. одеялом вас укутали, и вы сидите где-то в теплом месте. Вам не жарко, но и нет холода прям такого дикого. Как в ледяной воде, нет, такого нет. Дыхание тоже такое. Как будто вдыхаешь на пол груди и все. Но ты так понимаешь, что работают. Сжимает, вода просто сжимает холодно. И сжимает, и сосуды. Они в шоке, они только что были в горячей воде, расширились. И сейчас прямо они такие
сузились. Но никакого дискомфорта прям такого серьезного нет. Вообще, Есть. такие вот процедуры, такие перепады, они полезны для организма, именно для сосудов. Они улучшают эластичность сосудов. Да. Ну, мы посидели минут 6-7, нормально. Вообще не холодно. Вот сейчас мы когда идем, то да, ощущается прохладно. Тебе холодно? Ну, не холодно, нормально. Нормально, да? Все. И вот сейчас, я думаю, в горячих источниках будет горячая вань, будет Мне очень. нравится эффект чуть-чуть онемения вот этого вот. Девочки, это хорошо для кожи. Ну вот мужчины вылез, головы вылез, не делайте так. Да. Не ныряйте обратно, а вот посидите 5-6 минут, не будет вам слишком холодно. Вы привыкаете. Ну-ка. О, абсолютно. Знаете, абсолютно не жарко. Нет какого-то такого прям... В общем, как первый раз, нормально. Ну, как и второй раз точно. Да. Ой, классно. Ой, покалывание, иголки. Да, но сосуды расширяются после Сосуды. холода. Вот, сейчас тренируется эластичность сосудов. Как по-другому? Контрастный душ, да, в принципе, тоже это все тренирует, но здесь совсем другие ощущения, я не знаю, как это объяснить. Мы сами того не заметили, как прошло время. Прошло примерно 1:40, мы здесь находимся. Почти 2 часа даже, я бы сказала. Туда-сюда ходим, да, между горячей и холодными источниками. Впечатление положительное, конечно. Это всегда интересно, игра температур. Кто не пробовал никогда и не планирует в ближайшее время ехать на источники, попробуйте контрастный душ просто, когда принимаете ванну. Теплая вода, потом холодная вода и потом горячая вода. Не просто теплая, а повыше сделать температуру 42 градусов, никто не моется, да? Но повысьте до 42 хотя бы в душе, и вы хотя бы чуть-чуть поймете, что испытываем мы, находясь 10 минут в горячей 40 градусов, затем 10 минут в холодной 15 градусов. И вот этот контраст, он, конечно, будоражит тело и наши сосуды, и мы буквально это ощущаем. Не просто чувствуем, что оздоравливаемся, а действительно чувствуем во всем теле покалывание, сжатие легких и прочего, такие вот эффекты. Сильного расслабления нет, потому что вода все-таки здесь такая приближена к обычной. Но легкий эффект есть. То есть Ну, такой вот прям радоновый здесь успокоение говорят, такое. точно. Мгм. То есть не щелочные никакие, не солевые, просто вот такие вот легкие радоновые впечатления. Поэтому, если вы отдыхаете на Пхукете, то мы искренне рекомендуем вам вот это место. В часе езды находится вот такой вот оазис с термальными источниками. Если вы приехали отдыхать на Пхукет или только планируете сюда свой отпуск, даже если вы в отеле на 10 дней, возьмите экскурсию сюда. 500 бат это стоит на человека. На автобусе вас привозят сюда на определенное количество часов и потом забирают. Прям наша рекомендация. Мгм. Если был выпуск полезен, ставьте лайк. Все, ну до встречи.